Все. Аса приехала. Все. О, привет! Привет! Еще одна Наташка прилетела. Чего? Я позову Куку. Скажи что-нибудь. Не хочу. Ребята, с этого момента начинается мое видео-путешествие в одно место. Кто бы мог подумать, что вообще такое возможно. Я, честно, не могла уже подумать об этом несколько лет. Какое-то время я была очень активна в соцсетях, потому что, честно, мне нужно было время, чтобы отдохнуть, прийти в себя, потому что, когда у тебя постоянная учеба, плюс я уже подрабатывала, и еще и блог, это, если честно, очень сильно давит. Но, тем не менее, хочу сказать вам большое спасибо, что остаетесь со мной, пишите комментарии. Я стараюсь все читать, и мне это очень-очень приятно, потому что блог для меня стал отдушиной. Ну, спасибо, что вы со мной. Сегодня я уезжаю в Москву. Это мое первое место назначения. Сейчас я буду заниматься всеми сборами. Мне нужно еще поехать в зал. Представляете, я была 2 месяца дома, и за все это время, вот, крайний день, когда я уже уезжаю, я собралась поехать в зал потанцевать. Есть такие вот люди, которые немножко... Вот мне кажется иногда, что я прям ножка. Помогите! Я в процессе собирания вещей, так как мне выезжать через 4,5 часа, но я хочу собрать заранее все вещи, чтобы потом как быстрее этим не заниматься. Дилемма, которая меня преследует уже 4-й год, мне кажется, что я слишком дофига с собой беру, но в принципе, как будто бы вот в рамках мира это не так много. Но когда я это все везу по аэропорту, мне кажется, это просто дофига. Время 4:30, через час у меня вылет. С собой у меня ручная кладь, но тут прям она супер легкая, я ее взяла просто на всякий случай, потому что ограничение на Air China 5 килограмм. Так что я надеюсь, что они мне пройдут. И мой портфель. И все, еще у меня целый чемодан на 18 килограмм. Я реально не понимаю, как люди за границу могут летать с очень легким чемоданом. Именно в том, что я лечу на 4 месяца и попадаю в 3 сезона. При этом я не взяла куртку, сапоги, ничего не взяла. Все решила, что куплю уже там. А экономию знаете, она не знает. Я бы не смогла в 18 лет, как я хотела, после школы сразу уехать за границу. Но не представляю, насколько это тяжело морально. Конечно, зависит от человека, но мне сложно было переезжать во Владивосток, что как бы, даже дальше, чем некоторая заграница, но тем не менее, как бы один менталитет, одна страна, а в другое государство, когда ты там еще не знаешь, например, язык, когда ты не знаком с менталитетом, вообще, например, ему не подходишь, я не знаю, как это возможно. Привычка к дому, конечно, вот в момент, когда ты покидаешь родное гнездышко, очень давит. Но по моему опыту это проходит спустя несколько дней. Конечно, у каждого свое. Первый полет прошел хорошо, я часто летаю в Москву, это всего 1 час 20 минут. По ощущениям, ты съел бутерброд и уже в Москве. И первым же делом я поехала в посольство забирать свою долгожданную визу, потому что боялась, вдруг что-то не так. В общем, я немножко тревожная насчет таких вещей. Я забрала визу, и знаете что, я гуляла с документами по Москве, и я думаю, вы по мне уже понимаете, что начался жесткий дождь. Всеми своими навыками пыталась защитить вот эту вот сумочку. Вроде как все нормально, но немножко я так мокрая девочка танцует. Слава мог что-то покушать. Расскажу вам последние апдейты.
у нас здесь сырный крем-супчик и с собой блинчик, потому что я знаю, что я это здесь точно съесть не смогу. В общем, вчера я забрала визу. Виза оказалась просто листочек А4, даже не печать в паспорте, а вот просто листочек. Ну, окей. В принципе, на этом все. Мне кажется, этот влог будет немножко рандомным, потому что все, что сейчас происходит, тоже такое хаотичное. К вам вопрос. Вот я в таком вот виде собралась в магазин. Конечно, плохо видно, но лук у меня тот еще. Ходите ли вы в магазин так, или вам принципиально важно всегда выглядеть хорошо? Я только хотела сказать, что я вот всегда выхожу на улицу в любом виде, мне вообще все равно. Секунду, когда я переступаю порог и вижу, что там стоят какие-то молодые парни. Ну, в принципе, мне все равно, что обо мне подумают. Stay confident in any situation. Ребята, всем привет! Это не запланированное видео. Вообще, сейчас сижу, пью латте из «Вкусная точка», где-то в гостинице в Чехове, и послезавтра у меня самолет в Южную Корею. Я произношу эти слова, и, знаете, я в них верю на процентов, наверное, 50. А остальные 50% — это полное непонимание происходящего. Так вот, послезавтра у меня рейс в Южную Корею, и это первый раз, когда я лечу одна за границу. До этого я летала, но это было с родителями, и сейчас я не могу вам объяснить даже, что я испытываю, потому что по России я летала очень-очень много раз, и вообще ориентируюсь в аэропортах просто супер классно, но все, что касается как бы заграничных полетов, мне пока это не разблокировано для меня. Я живу на Востоке, довольно много моих друзей, приятелей также вот летали за границу и через Китай, и я спросила уже, мне кажется, почти у каждого, какой у него был опыт, как там, не потерялся ли, как получал багаж, как регистрировался. И что самое удивительное, каждый дает мне совершенно разные фидбэки. У кого-то не нужно было ничего делать, он просто зашел, прошел паспортный контроль и пошел себе чилить в Старбаксе. Другой говорит, я так переживал, просто все делал супер быстро, пытался получить багаж, там и так далее. Excuse me. Делитесь своим опытом международных рейсов в комментариях, пожалуйста. У нас остается сутки, даже уже меньше, до вылета. И как вы думаете, чем я занимаюсь? Уже 3-й день. Я надеюсь, что вы ждете новое видео. Оно такое будет супер-пупер интересненькое. Сижу прям уже около своего гейта и жду посадку. Она будет примерно через часа 2, ну может чуть поменьше. Не знаю, какие у меня ощущения, вообще никакие, я ничего не понимаю, вообще не осознаю, куда я лечу, что я делаю. Просто сижу, чего-то жду, ничего не знаю. Когда мы проходили досмотр вещей, на моей ленте почему-то произошла какая-то ошибка, и мы просто стояли минут 10, ожидая наши вещи. Очень неудобно снимать, но я иду в самолет. Супер повезло с местом, как мне кажется, потому что я сижу всего лишь с одним соседом. Мой первый опыт китайских авиалиний, полет длился 8 часов. Хорошо, что я привыкла летать во Владивосток, так что это не казалось таким испытанием. Еда была вкусной, а вот телевизор работал не совсем хорошо, хотя я очень хотела посмотреть мультик Дисней. Старалась спать, но не особо получалось. Осталось примерно 2 часа полета. В принципе, я даже не сильно устала, я немножко поспала. Сейчас мы летим над Монголией. Такая ситуация. И знаете, я не пойму одной вещи, почему сейчас типа ночь, и все вокруг сидят, разговаривают, болтают, что-то стоят, ходят туда-сюда. Sorry, мы должны как бы спать. Новостей. Я прошла таможню и наконец-то зашла в Китай. Из немного странных, этот аэропорт просто ненормально большой, я вообще не понимаю, куда мне идти. Это официально самый просто огромный аэропорт, в котором я вообще когда-либо была. Я удивлена, шокирована, потрясена. Ходила туда-сюда, купила, конечно же, Starbucks. На меня дяди-китайцы смотрят с недоумением. Пробуем Starbucks. Я взяла Ice Oat Milk Latte с карамелью. Без понятия, как это будет на вкус. Надеюсь, вкусно. Я пила уже как-то Starbucks, но это было в далеком 2019 году в Питере, в каком-то, по-моему, в ТЦ-галерее. И тогда мне понравилось. Но больше я Starbucks не пробовала.
неплохо. Чувствуется, что сделано на другом молоке, но карамель практически не чувствуется. В самолете было прекрасно. Нас покормили очень хорошо. Нам дали целый обед, ну или ужин, и еще бутерброд. И к нам подошли, наверное, раз 10, предложили разные напитки. На моей практике полетов по России такого не было. То есть там два раза вам дадут напитки, и все. Здесь реально раз 10 просто. Где женщина подходила и такая: no, thank you. Когда я вышла с самолета, я очень переживала, потому что я знаю, что если ты приезжаешь даже трансфером, тебе нужно получить определенный документик, что ты можешь находиться в Китае, даже если у тебя пересадка. Я думала, что я потеряюсь, потому что, посмотрите, какой аэропорт, он просто ненормально большой. Но если вы этого боитесь, не переживайте, потому что все идут в одном направлении. Как состыковочным, честно говоря, я не знаю. Наверное, нужно идти сразу на трансфер. Если нет, то вы идете на получение багажа. И там нужно заполнить карточку. Я сначала заполнила, к сожалению, другую карточку. Я заполнила карточку для тех, кто приезжает сюда с визой. Но дяденька мне очень добросердечно помог, объяснил, сказал, что не надо, нужно вам вот сюда, где вам должны дать специальное разрешение на временное пребывание в Китае. Это было не прям так быстро, довольно-таки прям долго они рассматривали наши документы, смотрели там что-то, отпечатки, лицо, мы все показали. В принципе, все, мне дали это разрешение, я вышла, получила багаж. Мне повезло, потому что мой вылетел сразу, и я такая, оп, дальше была проверка багажа или что-то такое, и все, я вышла в город. В город, в плане вообще просто вышла, я могу в теории сейчас пойти погулять по Пекину, не знаю, но этого я делать совершенно не собираюсь, потому что, Вот, я вышла в эту зону, и я просто офигела, потому что аэропорт 4-уровневый. Я запуталась, куда мне вообще идти, что мне делать, потому что никаких табло с регистрацией нету, как я привыкла, что один уровень, и везде висят табло, где ты можешь понять, куда тебе идти, на какую стойку, чтобы регистрироваться. Ничего такого не было. В итоге я подошла к другому дяденьке, спросила, где я могу зарегистрироваться. Он у меня что-то спросил на таком ломаном английском, с довольно сильным акцентом. Я худо-бедно его поняла, худо-бедно объяснила, что мне нужно. У меня обезьяна в голове хлопает. На стойке информации я подошла, чтобы узнать, когда начнется регистрация на мой рейс, и девушка не могла меня понять. То есть она мне писала все на блокнотике. Как без знания английского летать, честно говоря, не знаю. Мы, ребята, учим английский 100%. Полюбуйтесь красивым аэропортом. Супер огромным, супер каким-то вообще как будто нереальным. Я сейчас чечетку станцую, потому что наконец-то я прошла все эти миллион досмотров. Меня облапали просто с ног до головы. Но и сначала я пошла к мужчине, и он такой no. И потом я поняла, что все-таки они по гендеру делят. То есть мужчин, женщин. Слава богу, потому что меня вообще везде как будто потрогали, обувь сняли, все сняли, карманы вытащили. Но я считаю, это правильно, так и должно быть. Офигеть, туалет. Посмотрите, сколько здесь места. Боже, наверное, по размеру, как он в Корее. Мама, я в шоке. Пересадка долгая, так что я решила не терять время и погулять по знаменитому китайскому саду прямо в аэропорту. Насладилась я им вдоволь, это было чудесно подышать воздухом после уже миллиона часов дороги. Я искренне восхищаюсь людьми, которые летят долго и при этом выглядят супер хорошо. Я уже, мне кажется, такая побитая, какая-то измученная, вообще не фреш, но чем богата, тем и рада, как бы. Не понял. Сейчас я думаю о том, что я бы хотела путешествовать просто по Китаю, потому что, очень красиво. Аэропорт действительно впечатляет своим футуристическим дизайном, который, кстати, спроектировала ирако-британская архитектор Заха Хадид. Силы покидали меня, но вот, наконец, я иду в самолет. Я чувствовала, что вот-вот исполнится моя мечта, и вообще не могла поверить. Грустнее было из-за того, что мне не с кем было разделить этот момент, ведь не было даже связи. Я прошла в Корею.
Ну, я понимаю, что меня должны были пустить, потому что у меня есть виза, но все равно было какое-то волнение, мало ли. Я не знаю, как передать свои эмоции. Ты видео, да, снялся? Да. Боже. Я не сняла встречу, потому что Скажи что-нибудь. это просто капец. Так, мы сели в автобус, и я готова вам представить своего напарника. Оля. Как будто вы ее не знаете, да? Но, да, короче, мы будем учиться вместе. Вот тетя Диана. Вот мы Никогда встретились такого не были, и вот опять. Я хочу спать. Просто невероятно. А нам еще ехать часа 2 до нашего кампуса. А еще, короче, мы встретились с другими ребятами-иностранцами, и почему-то на нас все как-то так смотрят. А меня были героиней. Да не знаю, ну реально смотрят. Ну ты тоже. Опять, всем привет. Типичный вылет студенты ДВФУ. Поехали на стажировку. Студенты Данкука. Мы учиться в 2 университетах параллельно, поэтому такие у нас экспириенс зашкаливает. Еще очень важное замечание. В Корее невыносимая жара. Вообще невыносимая жара. Парилка, вот представьте самую душную баню, не заходя в нее, а именно в парилку. Вот тут такая влажность. Тема. Ну, на купанке можно, конечно. Строительный. Который просто сдувает. Да, потому что... Наконец-то мы уже в нашей общаге. Пока я вам рум-тур особо снимать не буду, потому что ничего не понятно, как это все выглядит. Дали нам всякие ориентационные карточки. Ой, блин. Получать постельное белье и все. Честно, сил снимать вообще нет. Нам дали целый комплект постельного белья, за который мы заплатили 4,5. Ну, ничего не заплатили, но 4500 рублей. 3 цвета. Вот такой вот серый, как у Ульяны. И вам, конечно, еще... Ой, ну такое мягенькое. Что такой серый светлый? Ну, почти черный. И еще цвета хаки. А, то есть одеяло уже сделанное, да? Да. Понятно. Небольшой обзор на нашу общагу ночью. Ну, как ночью, сейчас вечер, но уже темно, в 8:30 сейчас примерно. Мы собрались пойти в Дайсо, чтобы купить хотя бы что-то для дома, потому что у нас вообще ничего нету. Тоже прикольно можно смотреться. Просто у нас нету в рост зеркала в комнате. Забавный факт, мы живем на самом деле немножко в странном месте, как будто бы в частном поселке, не знаю. Ты еще ничего не видела уже? Ну, мы пока ехали, там стояли дома, и за нами стоят частные дома и огород. После 2-часового сна мы пошли кушать и закупаться бытовыми вещами. Автобус показался нам скучным выбором, так что шли пешком. Не ближний свет, но мы уже успели проникнуться атмосферой городка, миллионов вывесок, светом, чистотой и отсутствием мусорок. И резко так. Ребята, мы пришли в Фикс Прайс. Ну, конечно, не Фикс Прайс, Дайсо. Впервые в жизни мы смотрим этот магазинчик. Честно, мне уже хочется очень много чего купить. У меня вообще даже денег нет. Русские друзья закупились в Дайсо. Мы очень много взяли и заплатили за все, ну, около 4000 рублей. Но у меня тяжеленный пакет, и еще у Ульяны пакет. А сейчас мы ищем, где покушать, потому что мы вообще очень голодные. Первый наш выбор в Корее – это японская еда. Не осуждайте. Мы увидели картинки и решили, что туда нам надо. Уля взяла тонкасы, это свиная котлета, а я говяжий удон. Уже супер вымотанная пробую свой суп, который оказался острым. Отзыв о твоем первом приеме пищи в Корее. Очень все вкусно, гармонично сочетается, переплетаются вкусы различных продуктов. Еще все не острое. Ну, то есть, Мы видим, она почти все съела. Я тоже, но она немножко островатая. шанс найти не острый здесь невелик, но он не равен. Спорт не нужен. Вот такая вот у нас дорожка до общаги. Это еще не конец. В первый же день мы качаемся. Боже. А чем мы пытались поехать на автобусе? Ну, мы доехали, но дядю водителя мы знатно испугали. Если вам интересно, с нами вообще все говорят только на корейском. Я не знаю, может быть, в Сеуле
корейцы пытаются говорить на английском, или если это ваши одногодки. Но все, кто работают там в магазине, в кафе, они просто только на корейском. И мы вот так вот, да, 알겠습니다, 감사합니다. Ничего не поняли. Ой, ты уже приукрасила. Алгесмина, ага. Просто... Ну, мы сегодня точно, знаете, те самые герои. Удар. Мы идем, и просто пошел дождь, гроза, гром. Причем, Мы знаете, это как, с пакетами. это как в фильмах бывает, вот главный герой, у него какая-то неудача, он переживает что-то сильное, сидит на скамейке, и тут говорит, да, отлично, какой еще дождь. Бабахает гром, и просто начинается дождь. Боже, даже сильно видно на камере. Вы видите? И так прошло мое приключение до Кореи. Ждите следующих видео уже о жизни в ней. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Первый день в Корее. Дома. Вообще сухого места. И носите с собой зонтики, особенно в Корее.